Редкие семьи. Меня зовут Ольга Бутусова, я мама 3 детей. Приехала сюда из города Вологда. Младшей дочери 10 лет, ее зовут Юля, средней 11 Аня и старшей 17 лет Катя. Из них один ребенок является обычным, и 2 являются особенными. А у девчонок редкое заболевание, называется дефицит лизосомной кислой липазы. Я не знаю, сколько сегодня таких детей в России выявлено, но в 2015 году, когда нам поставили диагноз, их было 23. То есть это очень редкое заболевание орфанное, его распространенность 1 случай на 750 тысяч. Мы поменяли место жительства, и у нас поменялся педиатр. Младшая дочка, это было еще в 2014 году, ей было 6 лет, она в садик ходила, в последнюю группу. У нее поднялась температура в садике, и ее вывели воспитатели, мы забрали ее домой, вызвали врача. Врач пришел, и при осмотре живота она обнаружила, что у ребенка очень сильно увеличена печень. Это пальцы взрослого человека. Вот на 4 пальца печень выступала из-под ребер, при том, что у нормальных здоровых детей печень полностью прячется под ребрами. То есть, вот такая печень у ребенка была. И она дала направление на анализы крови, сдали кровь. И по биохимическим показателям кровь показала, что не все в порядке с печенью у ребенка с подозрением на гепатит. Ее госпитализировали, и всю семью, как контактных по гепатиту, тоже попросили сдать анализы. У 3 членов семьи анализы оказались хорошими. Это вот у меня, у моей мамы, с которой вместе мы живем, и у старшей дочки. А у средней дочери прямо 1 в 1 показатели. То есть вот погодки они у меня, им 10 и 11 на сегодняшний день, тогда им было 6 и 7. Ее положили тоже в больницу, они лежали целый месяц на инфекционном отделении в областной детской больнице. И методом исключения врачи убирали диагноз за диагнозом для того, чтобы понять, в чем дело. При этом осуществлялось симптоматическое лечение. Подозрение было на гепатит, гепатит не подтвердился. Мы сдали на все инфекции, на все вирусы. Через месяц такого лечения врачи просто развели руками, говоря о том, что в регионе они не могут оказать помощь и не могут поставить диагноз. Для этого нет ресурсов и нет возможностей. Мы встали на квоту. Через 8 месяцев приехали в Москву в НИИ питания, сдали генетический анализ крови, нам провели полное обследование. Диагноз не поставили. Это был июль 2015 года. Вероятно, это мое предположение, вероятно, в то время у врачей, у московских уже появилось понимание о том, что это может быть, потому что на Западе это заболевание известно давно, оно успешно и эффективно лечится, есть препарат. И когда нам сделали повторный вызов, через 6 месяцев мы приехали в Москву и сдали развернутую генетику, нам поставили сразу же диагноз, помогли в Москве оформить инвалидность, потому что в регионах с такими редкими заболеваниями при отсутствии постоянного наблюдения врачей, отсутствия диспансеризации, регулярной госпитализации, они, видимо, не могут оформлять детям инвалидность, поэтому в нашем случае инвалидность нам оформили в Москве, установили. И мы начали тоже симптоматическое лечение гепатопротекторами, препаратами, которые поддерживают иммунную систему, потому что заболевание на самом деле очень коварное. Это звучит страшно, но дети просто медленно умирают, если взрослые и особенно доктора не знают о том, что ребенок является носителем вот такого гена. Я плохо помню этот день. Единственное, что осталось в памяти, это то, как мама пришла после работы расстроенная. Сказала, что девочки проходили в больнице обследование, и у них выявили вот этот недуг. Сказали, что его срочно нужно лечить, иначе им придется делать в будущем пересадку печени, так как она чуть ли не наполовину уже не в рабочем состоянии. И сколько стоит этот препарат, и что нам его просто не вытянуть. То есть она была очень подавлена. Я такое воспринимаю всегда в штыки. Я помню, что я сидела, я пыталась держать слезы, у меня была перед глазами просто картинка
как вся семья стоит вот примерно в такую погоду над двумя могилами. Это все, что я помню. Ну все, хватит. У детей, говоря простым языком, нет фермента, который расщепляет холестерин. Поэтому холестерин накапливается везде, он во всех органах и тканях, во всех системах. Страдает выделительная система, страдает печень, поджелудочная, селезенка, сердечно-сосудистая система, нервная система. Если заболевание не лечить, если о нем не знать и вести привычный для нас образ жизни, когда дети любят чипсы, сухарики, мороженое, чупа-чупсы и все остальное, то печень разрушается гораздо быстрее. Мы сейчас в рамках жесткой диеты и на препарате, когда мы на тот момент, вот я сейчас говорила о том, что на Западе лечение есть, в России его не было до последнего времени. Прошло еще 6 месяцев, и нас вызвали на еще одну госпитализацию, и уже в рамках этой госпитализации врачи плотно работают с фармкомпанией, которая занимается дистрибуцией этого препарата, не зарегистрированного на тот момент в России. Нас включили в программу помощи пациентам с редкими заболеваниями, и каждые 2 недели девочкам через вену, через капельницу вводили препарат, который придумали американские ученые, что ли. На основе куриного белка он является фермент заместительной терапии, то есть он работает как тот фермент, которого у девчонок нет. Он работает 2 недели, 2 недели он живет в организме, расщепляет холестерин, ну и нормализует все процессы, связанные с выводом токсинов из организма, потому что печень, она как раз реагирует на то, что очень высокая токсичность в организме у детей. Каждые 2 недели мы из Вологды ездили в Москву для того, чтобы получать этот препарат. У нас семья неполная, мы разведены уже 8 лет с мужем. Старшая дочка, слава богу, здорова. Девчонок поддерживает. Я вначале хотела стать ветеринаром, но потом мама сказала, что я очень красиво рисую. Мама хотела меня отдать в художественную школу. Я решила, наверное, на дизайнера пойду за Катей. Ну, понятно. На ветеринара она тоже хотела за мной идти, только я передумала. Я рисовать не умею. Да. Я еще ленивая, поэтому я хочу просто, не знаю, гулять там, ну вообще дома сидеть. И я не знаю, как я зарабатывать буду. Когда проходил благотворительный аукцион у нас в День редких болезней в конце февраля, ей 17 лет, она учится в губернаторском колледже народных промыслов на дизайн, очень хорошо рисует, при том, что никогда не ходила в художественную школу. Она нарисовала 6 рисунков для аукциона, для того, чтобы в рамках аукциона эти рисунки могли продать, там натюрморты, еще что-то. И деньги от продажи вот этих работ детских, они идут также на помощь редким пациентам, которые не получают терапию по разным причинам у себя. А с папой на самом деле все сложнее, потому что он ушел из семьи, и для него, когда ты не живешь с детьми, ты, мне кажется, уже ты не дышишь с ними, ты не живешь их жизнью, ты не видишь их проблем, ты не знаешь, как... Даже если папы общаются с детьми, да, но не живут вместе, они все равно постепенно уходят с этой орбиты. Они не знают интересов ребенка, его увлечений, ценностей, желаний, там, мечт. Они не понимают, чем он живет и дышит, что ему интересно. А у девочек папа еще и не общается еще с ними, поэтому он как-то совсем где-то далеко. И когда я ему сказала о том, что вот так получилось, он как-то очень ровно это воспринял. То ли ровно, то ли равнодушно. У него другая семья, у него дочка растет.
Как раз когда девочки у меня лежали в больнице первый раз в Вологде в 2014 году, у него в новой семье девочка тоже родилась. Вот. Поэтому он сейчас больше заточен, наверное, на воспитание своего нового ребенка. Я попросила помощи. Папа сказал, что денег нет. И тут на помощь пришли бабушка и дедушка с той стороны. Вот это было для меня удивительно, потому что я не ожидала, что они помогут. А у меня на тот момент машины не было, и на первую госпитализацию в Москву девочек повез дедушка. Чем очень выручил, потому что из Вологды в Москву на поезде ездить накладно. На машине гораздо дешевле и удобнее. С багажом, без пересадок до точки назначения. Ну и как-то так. Сейчас я уже сама даже отпустила эту ситуацию. То есть мы сейчас в русле, в колее, по накатанному, все нормально. Мы живем, мы получаем терапию, мы делаем все необходимое для того, чтобы поддерживать тот уровень здоровья, который благодаря врачам, благодаря пациентской организации, благодаря фармкомпании, тот уровень здоровья, на который мы вышли. На фоне препарата сейчас анализы практически в идеале у детей. Все как обычно. Ссоримся. Они живут в одной комнате, и у них общий стол, разделенный как бы на две части. И вот, допустим, если Юля содержит свой стол, свою половину, вернее, стола в идеальной чистоте, то у Ани там погром. Да. И в основном из-за этого. Ты зачем кладешь вещи на мою часть стола? Такого рода у них ссоры обычно. Если бы моих девочек увидели сейчас где-то здесь бегающими, никто бы из нас не подумал о том, что с ними вообще что-то не в порядке, в принципе. Потому что вот на этой стадии, когда заболевание не запущено, когда с ним еще можно работать и его можно остановить, дети выглядят абсолютно здоровыми, и только клинические исследования могут дать понять врачам о том, что с ребенком что-то не в порядке. И когда мы говорим о том, что таких детей сейчас в России порядка 30, что в 2015 году их было 23, сейчас чуть больше, это не значит, что их нет. Это значит, что мы не знаем и не видим таких детей. Потому что если нет никаких проявлений заболевания у ребенка, то врачи просто не бьют тревогу. Ведь ты же не будешь сдавать анализы здоровому ребенку, правильно? Поэтому такие дети точно где-то есть. И задача, наверное, и нас теперь, как родителей редких детей, в своих регионах давать информацию медицинским учреждениям, родителям о том, что, возможно, стоит, если у вас есть какие-то предположения о том, что с ребенком что-то не так. У нас, например, только вот у Юли, у младшей дочки, частенько болел живот. Больше всего, вообще никаких. У Ани вообще ничего не было. Просто говорить родителям о том, что если вы понимаете, что в системе, там, например, у ребенка болит живот или, там, например, постоянно болит голова, то тогда идите и обследуйтесь, потому что не надо списывать это на погоду или на экологию или на что-то еще. Чем больше врачи в регионах будут сейчас знать о нашем заболевании, тем, наверное, я думаю, что будет больше случаев выявлено детей, у которых это заболевание есть. Вместе с тем оно все равно останется редким, потому что, точно это не каждый второй. Во-первых, это поддержка извне. Когда ты оказываешься в такой ситуации, сначала происходит отторжение, ты не хочешь помощи. Ты не знаешь, о чем спрашивать, ты не знаешь, что просить, и ты просто не хочешь. Ты просто начинаешь понимать, что ты не как все, и что нужно дергать какие-то нитки, куда-то идти, что-то говорить, что-то делать. Человеческое существо по сути своей лениво. Да, и когда тебе надо куда-то идти, оббивать пороги, там что-то узнавать, спрашивать, первая реакция организма — ничего вообще не делать, не хочу. Потом потихоньку начинаешь к этому привыкать и начинаешь впускать в свой круг людей, которые дают тебе информацию, они дают тебе помощь. Это вот первая поддержка. Допустим, если узнали то, что вот у вас редкое заболевание, это не значит то, что вы какой-то другой. Это, конечно, да, то, что у вас заболевание не как у всех, оно редкое, но
это не значит то, что ты необычный ребенок. Как все остальные, то есть и не хуже. Даже если есть какие-то ограничения в том же питании там, или, не знаю, в образе жизни, там, спорт в каких-то аспектах ограничен, но все равно это клейма не ставит на человеке. А потом, наверное, какой-то внутренний ресурс включается, когда ты сживаешься с этой мыслью, и ты понимаешь, что все не так страшно, как нарисовали в самом начале, что с этим можно жить, с этим надо точно работать. Даже если есть, например, перерыв с терапией, вот как сейчас у некоторых пациентов, то просто жесткая диета и гепатопротекторы – это и то помощь организму в том, чтобы вот, обратно не уйти на тот уровень, с которого все начиналось. А сейчас вот просто внутри какой-то уже огонь горит, потому что все неплохо на самом деле, самое сложное все позади. Но они простые девочки, чего у них такого, подумаешь. Болезнь не делает их какими-то особенными, не такими, как все. Не, они уникальны, конечно, сами по себе, но это не из-за того, что они чем-то болеют. Самое главное – это диагноз. Потому что с диагнозом ты уже потом идешь по прошествии времени какого-то, но ты идешь и начинаешь хоть что-то делать, чем когда ты вообще ничего не знаешь, а у ребенка просто болит живот, и ты его кормишь ножпой. Спасибо огромное пациентской организации, Всероссийское общество орфанных заболеваний. Это те люди, которые, наверное, помогают нам сейчас просто жить, мне в частности, как маме таких детей, просто жить, улыбаться, быть счастливой и надеяться на благополучный исход, на то, что дети будут жить долго и счастливо. Потому что, когда мне первый раз озвучили диагноз и сказали прогноз, это был шок. Потому что ты не знаешь, как дальше жить, когда тебе говорят о том, что твой ребенок медленно гибнет, и ты не можешь ему помочь. Вот это, не знаю, это бессилие какое-то и невозможность повлиять на этот исход. Я в тот момент закрылась настолько, я перестала со всеми общаться, я в ступоре находилась, наверное, месяца 4. Из пациентской организации мне постоянно звонили представители и говорили: Ольга, задавайте любые вопросы, мы готовы вам оказать любую поддержку, любую помощь, но проблема в том, что ты не знаешь, о чем спрашивать. Находишься в таком состоянии, тебе кажется, что ты один на один с миром как будто остаешься, и какое-то еще добавляется чувство вины о том, что дети страдают по твоей вине, потому что это такие родители нашли друг друга, что у них получились такие дети. Не закрываться, наверное, от мира, не думать, что все закончится плохо, потому что медицина, она все-таки на месте не стоит, и все будет хорошо. А сейчас вроде бы жизнь нормально встала в колею. Мы, наверное, месяца 4 ездили в Москву на госпитализацию, на капельницы каждые 2 недели. В дальнейшем московские врачи, пациентская организация и фармкомпания втроем, они на самом деле провели великую работу, потому что изначально они договорились с региональным департаментом о том, что мы будем капаться дома у себя. Заключили они договор с областной детской клинической больницей о том, что им будут привозить препарат. Препарат очень дорогой, порядка 10 тысяч евро за 1 флакон, при том, что каждой девочке на 1 инфузию требуется 2 флакона. То есть цена вопроса, как мы понимаем, 80 тысяч евро в месяц. Понятно, что наше заболевание не входит в список тех, которые финансируются государством. А родители физически, наверное, и материально не в состоянии потянуть такую сумму, потому что терапия пожизненная у детей. Прерывание терапии – это угроза того, что снова начнутся разрушающие процессы внутри организма. И договорились о том, что на ответственном хранении у нас в детской больнице будет находиться препарат. Мы приезжали туда, нас клали на отделение, капали, кормили, лелеяли. На самом деле я поняла, что очень много небезразличных людей, которые
в силу каких-то своих вот внутренних, наверное, принципов или, может быть, воспитания, или, может быть, просто какой-то душевной мягкости. В общем, им не все равно, что мы такие есть, и что нам можно помочь, но для того, чтобы помочь, нужно много препон всяких пройти, в том числе бюрократических. И эти люди помогают не только ресурсами, которые у них есть, документарные, бюрократические, административные барьеры помогают проходить. Они еще в тебя вкладываются как люди. Ты приходишь, тебя обнимут, пожалеют, спросят, как у тебя дела, успокоят, угостят чем-нибудь. Вот на самом деле это очень важно, потому что ты понимаешь, что поддержка все-таки есть, когда ты оказываешься в ситуации вот в такой, в которой я оказалась. Тебе кажется, что ты остаешься один, а на самом деле потом ты начинаешь понимать, что вокруг тебя множество людей. Когда дети здоровы, либо когда родители не знают о том, что у ребенка есть какие-то проблемы, они просто не думают о том, что есть какая-то другая жизнь. Вот сейчас, находясь в этом лагере, даже для меня стало откровением. Да, когда мы стали редкими, я поняла, что есть другие редкие. Я, по крайней мере, узнала о том, что они есть. В школе знают о нашем заболевании. Мои одноклассники к этому нормально относятся. Только пару раз спрашивали мои лучшие подруги, что это за такое заболевание, что вам нельзя, что можно. Но я никогда не задумывалась о том, сколько их на самом деле, какие они разные, с какими разными сложностями сталкиваются их родители. И сейчас, видя деток редких, которые вот в этом лагере сегодня с нами, я понимаю, что есть родители, которые прошли еще более долгий и тяжелый путь. И даже среди наших детей с липазой есть родители, которым, наверное, повезло меньше, чем нам, потому что нам на самом деле повезло. На сегодняшний день у нас гуманитарная помощь длилась ровно 2 года. И в мае 2018 года она закончилась. А препарат зарегистрировали в Минздраве только в конце прошлого года. Слава богу, что его зарегистрировали, потому что он на регистрации был 3 года, этот препарат. Его зарегистрировали, но вопрос в том, кто его будет покупать. Его может купить федеральный бюджет, но заболевания нет в списке, который финансируется государством. Его может купить региональный бюджет, но вопрос в том, будет ли он это делать и есть ли у него на это деньги. Либо его будет покупать родитель. Но цена вопроса такова, что родители просто не могут осилить такую сумму. Нам повезло, что мы живем в Вологде, потому что на сегодняшний день препарат закупили только 4, получается, региона. На коммерческой основе сейчас дети получают лечение в Москве, не включая область московскую, в Санкт-Петербурге, не включая область, в Омске и в Вологде. То есть повезло очень немногим детям. Я знаю маму из Ростова-на-Дону, которая уже 2 года с департаментом даже не может решить вопрос о том, чтобы капаться дома. Они каждые 2 недели, у нее тоже 2 детей с таким заболеванием. Всего 3, 2 с заболеванием с нашим. Они каждые 2 недели за свой счет ездят в Ростов-на-Дону для того, чтобы дети получали препарат. Есть родители в Пензе, которые сейчас через суд добились того, что департамент им закупит этот препарат. Но когда он его закупит, и некоторые дети сейчас не получают препарат уже 4 месяца. Это на самом деле не очень хорошо, потому что это жизненно важный препарат, он жизненно необходим. По крайней мере, сейчас до 18 лет я со своими детками буду жить спокойно, потому что потом мы уже перейдем на взрослый уровень, и там нам нужно будет снова сделать все то же самое, только уже через другие инстанции. Департамент тот же самый, но вопросы мы будем решать уже как взрослые пациенты. Я особенный. Каждый особенный.